Ты нажал на кнопку play и думаешь, что это случайно. Думаешь, что это алгоритм просто подкинул тебе очередное видео, где какой-то фрик в маске вещает тебе какие-то речи. Правда? И не понимаешь, а зачем, собственно говоря, тебе все это нужно? Но подожди, мой дорогой зритель, все не так. Это не я нашел тебя. Это ты меня позвал. Причем давно. Еще до своего собственного рождения. И я здесь вовсе не для того, чтобы парить тебе мозги. Я здесь для того, чтобы тебе кое-что напомнить. Чтобы ты вспомнил и задумался. Но сначала я открою тебе один маленький секрет. Как ты думаешь, кто сейчас говорит? Я? Или, может быть, это маска, на которую ты смотришь? Или, может быть, говорит тот, кто прячется под этой маской? Или это говорит тот, кто живет во мне? Или в тебе? Как ты думаешь, мой дорогой зритель? Представь себе на секундочку, что ты смотришь на планету Земля. Но только не своими собственными глазами, а, например, глазами Бога. Вишну, Яхве, Аллаха, Иисуса Христа. Кого угодно, любого Бога, который умеет видеть этот мир не по отдельности, а весь сразу. Ты видишь не шар, потому что Земля, мой дорогой друг, это никакой не шар из камня и воды, а ты видишь узел, точка, в которой сплелись три потока. И так-то на минуточку. Поток первый – это нисхождение материи. Сюда, в эту реальность, которую мы видим своими собственными глазами. Сюда, именно на планетку Земля, сошла сама плоть мира, что стало реальностью, что стало тяжелой гравитацией, густой кровью, крепкими скалами, деревьями, травой, цветами. А знаешь зачем? Чтобы дух, который слишком долго летал где-то там, в империях, в облаках, в небесах, наконец-то обрел свою устойчивость. Якорь. Потому что мы, люди, мы никакие не проклятые души, которые застряли на этой планете, а мы просто заземленные искры. Искры сознания. Причем не кого-то, а Бога. Второй поток – это восхождение сознания. Чего-то высшего, чего-то большего, чем мы сами, и чего мы до сих пор никак не можем понять. И здесь, где-то в теплом океане, когда-то зажглась первая жизнь. И она прошла путь от одноклеточного трепета до человека. До существа, которое способно задавать вопросы. Кто я? Откуда я? Зачем я здесь? И нафиг все это нужно? И это драгоценно. Потому что во всей вселенной такие самоосознающие существа на вес золота. Даже если мы об этом не знаем. А тут, так-то на минуточку, целая планета. Целая планета живых существ. Поток третий. И это самое интересное. Эта планета находится не где-то там, а она находится в зоне, куда проникли лучи больной падшей вселенной, где рождаются грешники, праведники. И именно поэтому здесь вечно какая-то проблема. Здесь идут войны, здесь царит несправедливость.
Здесь царит догма, которая все время орет тебе в ухо, причем с детства. Подчиняйся, бойся, молчи, ты же раб Божий. Но именно поэтому эта планетка Земля и была избрана для самого дерзкого эксперимента во всей Вселенной. Здесь, в густой тени, решили зажечь самый яркий свет. Потому что мы находимся не на каких-то задворках мироздания, а мы находимся на самой передовой, где мы одновременно находимся в госпитале для лечения нашей души. И одновременно мы находимся на поле битвы, где вечно бьемся за правду. Эта Земля – это лаборатория свободы воли. Вот что это такое на самом деле, а не какая-то там маленькая планетка. И именно здесь, на этой планете, решается самый главный вопрос Вселенной, который эхом отдается во всех мирах. Что же выберет человек? Что же выберет человек, когда у него есть реальный шанс выбирать? Что он выберет? Свет или тьму? А теперь, мой дорогой зритель, посмотри на себя. Можешь посмотреть на себя в зеркало, а можешь просто заглянуть внутрь. Ты не просто человек. Потому что каждый из нас на самом деле это не просто люди, а это целая ходячая вселенная в одном флаконе. И в каждом из нас, в тебе, во мне, заключены миры всего этого мироздания. Прислушайся. Прислушайся к сам себе прямо сейчас. В каждом из нас есть ад. Та самая черная беспросветная тоска, одиночество, депрессия, страдания, когда кажется, что все, выхода нет. Каждому знакомо. И здесь невозможно самому себе соврать. В каждом из нас живет голодный дух. Такой ненасытный комок желаний, вещи, лайки, признания, еще и еще. И мы все никак не можем насытиться, никак не можем наесться. Хотим славы, хотим власти, хотим много денег. В каждом из нас живет животное. Это инстинкты, когда мы сжимаемся от страха, от обиды, от жалости к самому себе. В каждом из нас живет демон Асура, полный зависти, гнева и яростного желания быть всегда первым, быть особенным, быть избранным. И я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. А все, кто мне мешают, растоптать, уничтожить, унизить. Но также в каждом из нас, где-то глубоко внутри, живет человек. Человек, стоящий перед трудным выбором этой жизни. В каждом из нас живет полубог, умеющий наслаждаться красотой, умеющий любить, радоваться. И в каждом из нас живет Творец, способный породить идею и воплотить в ее собственную жизнь, что-то создать, сделать что-то полезное. В каждом из нас живет глупец. И в каждом из нас живет мудрец, готовый служить другим людям, бескорыстно, забывая о самом себе. Каждый человек – это не просто существо. Каждый человек – это лестница, иерархия.
И в каждый миг каждый из нас выбирает, на какой ступени ему стоять. Потому что задача вовсе не в том, чтобы убить в себе какого-то там зверя или демона. А задача... Перед каждым из нас стоит задача выбора. На чьей быть стороне? На стороне света или тьмы? Перед каждым из нас стоит задача стать хозяином своей собственной жизни, своих собственных ощущений, чувств, эмоций, мыслей. Почувствуй это. Замолчи внутри своей головы и спроси себя, а кто из всех этих перечисленных ребят прямо сейчас доминирует в тебе, пока ты смотришь это видео? Кто внутри тебя шевелится? Не бойся тишины, просто прислушайся. Потому что мы никакие не жертвы собственных страстей. Мы это укротители всех этих зверей, которые живут внутри нас, как в цирке. И первый шаг – это просто прислушаться к самому себе и заметить, кого ты сейчас кормишь своим собственным вниманием. Ну а теперь, мой дорогой зритель, тебе маленькая история. Та, которую тебе не расскажут ни в школе, ни на условном Netflix. Потому что за Винни-Бой, хроникой всех войн, царств, стоит совсем другая история. Мета-история всего человечества. И человечество – это не просто какие-то люди, которые строят там какую-то цивилизацию или государство. А человечество – это коллективный разум, это сознание, это существо, которое идет по плану обучения. И я сейчас расскажу тебе об этом плане. Только не зевай, слушай внимательно. Древность. В древности мы все были детьми, учились выживать, отстаивать свои интересы, а боги были грозные и все время требовали каких-то там жертв. И это была школа порядка, высекаемая из хаоса бытия. И это так-то на минуточку всего лишь первый класс. Ну а потом пришла античность. Юность, молодость. Мы открыли разум. Мы начали задумываться, мы начали думать. Мы открыли демократию, искусство, красоту этого мира. Мы задали миру первые свои дерзкие вопросы. И это была школа свободы мышления, свободы разума. И это второй класс. Ну а потом пришли дикие средневековые времена. И это мой, кстати, самый любимый момент. Потому что в детстве я все время представлял себя рыцарем с копьем на коне. И мы, испугавшись свободы, заперли самих себя в темницу догм. Создали какой-то рай, ад, который оказался вдруг тюрьмой, потому что нет никакой разницы, где ты зависаешь целую вечность, в аду или в раю. И это школа развлечения, из которой мы узнали, что даже поклонение может быть формой рабства. И это очень ценный урок, хотя и очень болезненный. Только задумайся, сколько людей сожгли на кострах. Ведьма! Ведьма! Неверующий! Ты чужой! Ты не нашинский! Но потом наступила эпоха Возрождения, и мы научились творить, созидать, создавать, как боги.
наука, искусство, власть над материей. И это школа могущества. Но, к сожалению, без мудрости. Потому что опасно. И мы приблизились к самой опасной точке своего существования, когда мы обрели способность уничтожить все к чертовой матери. Ну а теперь внимание. Мы люди. Мы, люди современного мира, стоим на перепутье. Потому что у нас в нынешней современности в руках находятся божественные технологии. Каждый из нас держит в руках телефон, в котором информации больше, чем в любой Александрийской библиотеке. Но наши сердца по-прежнему полны страха, зависти, жадности. А все миры вдруг смешались в один. Святые террористы, целители и торговцы. И смерть ходит по пятам, потому что война идет каждый день, везде, по всей планете. И сейчас на этой планетке решается самый главный вопрос. А точнее, проходит экзамен. И понимаем мы это или нет, это факт. Потому что весь мир трещит по швам. И вот главный вопрос. Используем ли мы эту силу для своего собственного самоуничтожения? Или мы ее используем для коллективного прыжка в новое состояние, в новое светлое будущее? И вот в чем правда. Выбор зависит от каждого. Каждый лично твой выбор, мой дорогой зритель, это голос. Голос в этом решении. Что же будет дальше? Исчезнем мы где-то там, в небытие, или продолжим свое существование как цивилизация разумных людей? И, к слову, дорогие мои зрители, мы вовсе не брошены на этой планете. И мы не одни. Потому что во все переломные моменты истории закона сюда всегда приходили те, кто был чуть-чуть старше, чуть-чуть мудрее, чуть-чуть умнее, кто уже прошел этот путь. Учителя, пророки, аватары. Как их ни назови. Кришна, Будда, Христос, Лао Цзы, Мухаммад. Имена, которые мы знаем, лишь вершина айсберга. Потому что многие приходили и уходили незаметно, а многие были просто забыты. А некоторые никогда не были просто видимы. И вот что важно. Все они приходили сюда не создавать какие-то догмы и религии. Все они приходили сюда просто включить свет. Но их слова – это просто застывшая догма в незрелых умах, которые превратились в порабощение, а не во что-то светлое, не во что-то доброе. Это как в анекдоте, который рассказывают в 100-й раз, и уже при этом никто не смеется. Но все делают вид, что все понимают. Ну а я, шут апокалипсиса, знаю силу этих слов. И трагедию. Трагедия анекдота под названием «Жизнь цивилизаций». И миссия всех аватаров, всех пророков была не дать какие-то ответы. Их миссия была пробудить в каждом из нас вопрос. И лично в тебе, мой дорогой зритель.
И сегодня, когда старые религии рушатся и сошли с ума, а новые еще не родились, их работа продолжается. Но не через одного какого-то пророка или вещателя мудрости и истины, а через множество. Возможно, через меня, а возможно, через тебя, мой дорогой зритель. Потому что никогда еще на Земле не было такого количества пробужденных сознаний и осознанных разумных людей. Потому что мы вошли в эру коллективного оператора, где одиночка-гений больше не вывозит тяжести этого мира и ее глупости, всего этого цирка абсурда. Но группа душ, сознаний, объединенных не какой-то так догмой, а любовью и общей целью, создает новое качество. Новое качество окружающей нас реальности. И в этом воинстве нового рассвета нужны все. А не только какие-то там пророки или аватары Бога. Поэтому слушай меня внимательно, мой дорогой зритель. Может быть, ты узнаешь прямо сейчас себя? В этом мире, в котором мы пребываем, нужны абсолютно все. Нужны катализаторы, те, кто зажигает искру в людях, те, кто сеет добро, те, кто сеет понимание и мудрость. И они видят дальше всех, но рискуют при этом оторваться от земли. Поэтому, если ты катализатор, философ, заземляйся, чувак, заземляйся. На этой планетке Земля нужны строители, созидатели, создатели, те, кто воплощает видение в камень, в код, те, кто создает структуру. Но они рискуют закостенеть в догмах и зависнуть в своем собственном понимании. А истина проста. Знание, истинное знание в том, что никто ничего не знает. А все это, что происходит в этом мире, в большинстве своих случаев, просто теория. Полет мысли, так сказать. На этой маленькой планетке Земля нужны целители, которые врачуют раны, смягчают боль. Но они рискуют выгореть дотла, отдавая самих себя и исчезнуть. Поэтому наша задача их беречь. Ну и, конечно же, нужны хранители, которые помнят заветы предков, которые помнят законы Бога и которые передают эти знания неискаженными, которые иногда рискуют, конечно, превратиться в догмы, потому что нельзя никогда останавливаться, только в развитии есть полет. И всем нам нужны мосты, которые соединяют между собой все эти отряды. Всем нам нужны лидеры, которые говорят на многих языках, которые ведут за собой, но рискуют при этом потерять самих себя. Моя маска, мой дорогой зритель, это никакой не фрик. И не фрик. Это просто пропуск в миры, куда без нее не пропускают. Я шут апокалипсиса и могу говорить что угодно. С королями, с нищими. И пусть все думают, что все это просто шутка. А на самом деле, я просто зеркало, в которое ты смотришь прямо сейчас, мой дорогой зритель. Ну и напоследок у меня к тебе, лично к тебе вопрос.
Кто ты? Кто ты, мой дорогой зритель? Не отвечай умом. Спроси сердцем. Спроси своей внутренней радостью. Своим внутренним светом. Что ты чувствуешь внутри самого себя? Что там внутри тебя? Потому что в жизни не нужно быть генералом, чтобы понять, что каждый из нас – это не один человек, а живая клетка в едином организме всего человечества. И когда такие, как ты и я, вдруг найдут друг друга, то этот организм сделает то, на что не способен ни один герой, ни один человек, ни один пророк. Потому что, как говорится, только вместе мы сила. Так на чьей ты стороне, мой друг? Что там внутри тебя? Свет или тьма?